Добрый день, друзья! Меня зовут Татьяна Напольская, и я представляю автономный кластерный фонд Техгарден, одной из основных задач которого является внедрение элементов индустрии 4.0 на промышленных предприятиях нашей страны. И сами понимаете, интереснее всего говорить об этом с человеком, у которого есть опыт в данной сфере, и поэтому я с удовольствием представляю вам своего сегодняшнего гостя. Это главный бизнес-консультант отдела развития и автоматизации бизнес-процессов одной из крупнейших золотодобывающих компаний Казахстана, акционерного общества «Алтын Алмаз» Дарын Мусызбаев. Здравствуйте, Дарын. Здравствуйте, Татьяна. Сегодня я хотела бы поговорить с вами об опыте работы с платформой IntelliSense. Еще займу буквально 30 секунд, с вашего позволения. И напомню нашим зрителям, что IntelliSense Lab – это центр технологического развития, совместное предприятие, которое создано нашим фондом Техгарден и британской компанией IntelliSense.io, и которая предлагает решения для промышленных компаний с использованием искусственного интеллекта, и у Алтын Алмаза есть такой опыт. Но, наверное, начнем, Дарын, с того, что расскажите, пожалуйста, про Алтын Алмаз и про вашу стратегию внедрения инноваций, цифровизацию. Компания «Алтын Алмаз» является одной из лидирующих компаний в горно-металлургическом секторе нашей страны, является флагманом среди горнодобывающих компаний по внедрению инновационных решений и оптимизации производства. Да. В рамках цифровизации, как вы знаете, у нас в 2017 году в Алтын Алмаз инициировал проект «Цифровой рудник», где полным циклом мы, начиная от горно-геологической части, заканчивая процессом переработки, выпуском готовой продукции, и полный цикл автоматизации, оцифровки всех данных, и плюс дополнительно с внедрением элементов индустрии 4.0, собственно, как искусственный интеллект. Это у нас пилотный проект совместный, который у нас инициировался. Ну и, может быть, несколько слов именно вот о сотрудничестве с IntelliSense Lab, с платформой Brains Up. Как все это происходило? Да, компания IntelliSense Lab, Центр технологическим развитием, мы начали сотрудничество 2018 года, где определили в рамках пилотной реализации процесс измельчения, да, участок, который мы собирались оптимизировать. У нас были кейсы, определены KPI, которые мы должны были достичь в рамках этой пилотной реализации. Это первый KPI – это снижение простоев, связанных с перегрузом мельницы, исключение простоев, связанные с замером уровня шаров в шаровой мельнице, и модель прогнозирования и контроль, мониторинг износа барабанных футировок. Также есть дополнительная модель, которая связует эти все три модели. Это модель потока материалов, то есть это цифровой двойник, да, этого процесса, который нам показывает данные, что происходит с процессом. Вот. На основе этой, скажем так, модели построились вышеописанные модели. То есть я правильно понимаю, что на участке, где идет измельчение руды, то есть это входной, да, можно сказать, процесс на фабрику, где практически невозможно поставить физические датчики, да, вы все-таки выстроили цифровую модель? Да, то есть если на участке измельчения, если мы говорим первую мельницу, почему именно первая мельница? Потому что она является мерилом производства всегда и неким узким горлышком, да, в обогатительном производстве. И, естественно, там есть датчики для контроля работы оборудования. Есть технологические датчики, но есть места, где мы физически не можем установить датчики, но они крайне нам необходимы были для контроля. Так как это было как главный участок, узкое место, оно не только по производительности, но и у нее есть прямое влияние на излечение, соответственно, мы этот участок и взяли. Ну, то есть я правильно понимаю, что да, если мельница стоит,
Вот это первая, которая входная, Да, то и все остальное производство отдыхает. Да, все остальное производство тоже простаивает в этот момент времени. Внедрение, допустим, создание вот этой модели цифровой для этой мельницы измельчения, у вас уже было достаточно времени для анализа какого-то первоначального. Какие эффекты вы получили? Технологические, экономические? Да, если сначала говорить, мы после определения KPI делали обследование по датчикам текущим. Дело в том, что решение IntelliSense, как и любой искусственный интеллект, оно требует данных, данных в больших объемах. До этого у нас фабрика была запущена, у нас были на 5 лет скоплены данные со SCADA-системы, которые мы могли обработать. Так. И работа с данными у нас много времени отняло. Да, мы в некоторых местах датчики переносили, изменяли, где-то дополнительные контрольные точки устанавливали, крыжили данные в части определения чистых данных и от грязных данных, на которых можно модель построить, на которых нет. После этого мы определили алгоритм работы, и на эти физические датчики установили виртуальные датчики, то есть это математические формулы, которые позволяют нам видеть, что происходит внутри технологического процесса, когда она работает, не когда она стоит. Не останавливая. Да, не останавливая. То есть это как бы огромный скачок и большой плюс для технологов, которые ведут технологический процесс. Получается, что своевременно вами была предусмотрительно использована SCADA для сбора данных, да, которые вот здесь оказались необходимы для... С течением обстоятельств нам, можно сказать, все к этому шло, наверное. Хорошо. Но и все-таки, если можно назвать какие-то эффекты, я не знаю, то есть, допустим, сколько раньше было простоев для обследования там и шаров, и футировок, и сколько стало после использования искусственного интеллекта? Да, конечно. У нас есть модель износа шаров, которая определяет текущий уровень шаров в работающей мельнице. До этого, до внедрения IntelliSense, нам приходилось останавливать весь технологический процесс, останавливать мельницу, заходить туда внутрь, замеры производить. Она занимала определенное время, в среднем до 50 минут. То есть был какой-то период? Да, в одну вахту в месяц, если судить, то 100 минут мы теряли на этом. На текущий момент времени у нас нет необходимости это производить. Мы это видим в режиме онлайн, система нам показывает, то есть мы останавливаемся только во время плана предупредительных ремонтов. Специальной технологической остановки мы это исключили. Это и есть та оптимизация, которую мы достигли. Если говорить по модели перегруза шаров, то по модели перегруза у нас были определены KPI, чтобы мы снизили ее. Снизили ее мы за счет того, что система нас заранее уведомляет о том, что будет предстоящий перегруз. То есть у нас есть определенное время, 20 минут, которые мы тратим на реагирование, предотвращение в лучшем случае, а в некоторых, чтобы не допустить, либо смягчить этот перегруз, раз он уже наступил. И за счет этого мы оптимизировали наш производственный процесс. Хотелось бы сказать, что такое перегруз. Перегруз мельницы – это когда ты нагружаешь мельницу, у нее пропускная способность теряется, и вследствие из чего мы должны либо остановить производство, либо снизить производительность. То есть в частном случае бывает, что остановка производства на некоторое время, мельница разгружается, и после этого восстанавливаем подачу исходной руды. На текущий момент времени это проблемы
происходит, но уже в меньшей степени. То есть у нас есть система, которая заранее предупреждает, чтобы мы с этим боролись. Еще оптимизационный кейс, да, который нам добавил некоторый объем выпуска готовой продукции, которую мы полезно используем. Дополнительно у нас есть модель износа футировки мельницы, которая показывает нам в режиме реального времени текущий износ барабанных футировок. Так как я ранее сказал, процесс измельчения – это узкое горлышко, то есть первая мельница, да, в процессе измельчения. И если она останавливается, то и все производство останавливается. Соответственно, нам необходимо контролировать все параметры его, чтобы мы планировали свое производство. И планировали планно-предупредительные ремонты в том числе. Для этого вот модель нам износа барабанных футировок помогает. То есть она показывает остаточный ресурс, сколько осталось по времени, по тоннажу, чтобы мы планировали. В некоторых случаях, если где-то сбой подачи, ТМЦ, запасных частей, разные ситуации бывают, когда такие ситуации происходят. У нас есть возможность подать более мягче руду, чтобы этот процесс немножко снизить, то есть контролировать и подбирать для нас определенное время удобное, комфортное, чтобы мы это производили. Ну что ж, мне кажется, неплохие эффекты для первой пробы, как говорится, да? Да. Но я знаю, что в планах, по крайней мере, было Олтен Алмаза использовать платформу BrainSap и на других процессах. Да, в рамках масштабирования мы планируем использовать платформу BrainSap на процессы флотации, ультратонкого измельчения и сорбционного выщелачивания. Это процессы уже химические, которые влияют напрямую на излечение. То есть тоже будут выстроены модели, определенный KPI. После мы начнем с исходных данных, крыжи данных. Сбор и внесение данных, наверное, достаточно большой, да, процесс по объему? Да. Но необходимый, да, получается. Вот подготовительная часть – это самое необходимое, чтобы модель заработала. Если мы даже будем говорить, в 2019 году, когда мы прокрыжили данные, про исследование, модель вроде построили, у нас было отклонение в районе 60% от абсолютного значения, которое мы хотели бы. Сейчас мы на отклонение в районе 0,5%. Достигли за счет того, что перестроили модель, заново пересмотрели качество данных, переустановили некоторые датчики, добавили в математические модели, то есть на виртуальные датчики определенные коэффициенты, и после этого мы смогли достичь этого. То есть все-таки это очень индивидуальный, да, процесс подстройки под предприятие? Это тонкая настройка. Вот как раз-таки и мы подошли к очень важному вопросу. Для того, чтобы внедрять вот подобные системы, нужны кадры. Как вы решаете вопрос с обучением ваших сотрудников? Да, у нас очень развита внутри компании корпоративная культура обучения. Компания уделяет колоссально, по-моему, времени и ресурсы на повышение квалификации наших сотрудников, где мы выращиваем эти компетенции. Если говорить про компетенции IT в области, да, то у нас есть, помимо диспетчерского центра, который мы устроим, у нас планируется учебный центр организовать, где будут симуляторы разной техники, где будет последнее программное обеспечение, которое должны будут люди работать, чтобы свободно от работы времени смогли прийти в этот учебный центр, пройти тест, посмотреть свои компетенции, хоть даже он в другой сфере работает, в другой области, да. Ну вот, Дарын, все-таки
Я все понимаю, абсолютно новые нужны навыки и знания, наверное, теперь вашим сотрудникам, да, чтобы на том же вот участке измельчения теперь работать с использованием искусственного интеллекта. С одной стороны, наверное, это ну, как бы что-то новое всегда интересно, но с другой стороны, ну, известно, человек все-таки достаточно ленив по сути своей. Как вы мотивируете сотрудников, вот, чтобы они эти новые знания получали? Компания «Алтын-Алмаз» стремится выйти в мировой рейтинг компаний, которые стремятся к лучшим компетенциям. И всегда есть вопрос о компетенции наращивания сотрудников в рамках пользования цифровыми технологиями. В рамках чего мы определили каждому руководителю, наверное, в KPI выстроили, в мотивационную часть, в бонусную, обязательный пункт, как поддержка и при внедрении этих цифровых компетенций, то есть цифровых решений внутри компании и дальше поддержание. То есть каждый сотрудник заинтересован. Помимо данной мотивационной части, помимо бонусной части, у нас есть система обучения тренеров для взращивания неких чемпионов, которые будут в дальнейшем сопровождать, обучать сотрудников своих же. Из числа сотрудников? Из числа сотрудников. Вы выращиваете тренеров? Да. И им отдельно, помимо заработной платы, платятся определенные часы по обучению в рамках этих цифровых компетенций. Ну, здорово, и как бы материальная заинтересованность, и внутренний рост какой-то личностный тоже. Я думаю, что многие сотрудники захотят работать уже в хороших условиях, и когда видят эти возможности, что компания дает, и стремится к этому. И сотрудник, соответственно, тоже хочет работать в компании «Алтын-Алмаз». Ну да, это взаимное, это желание должно быть взаимным, действительно. Хорошо, Дарын, еще такой вопрос тогда. Насколько после введения всех инноваций, всех новых технологий стало комфортнее работать на «Алтын-Алмазе»? Я, наверное, пример расскажу по BrainSap применительно. Техника безопасности повысилась. То есть, если люди рисковали, если раньше внутрь мельницы заходили, после остановки она нагретая до 80 до 70 градусов, заходят, производят замеры. На текущий момент это исключается, который мы за счет этого платформы BrainSap даем возможность не рисковать, а видеть показатели эти в платформе, собственно. Ну, сохранение здоровья сотрудников и безопасность – это наиважнейший фактор. Да. На самом деле. И еще есть некоторые инструменты, которые тоже добавляют мобильности, оперативности для руководителей. Это то, что в BrainSap можно посмотреть не только эти показатели, которые я по моделям, но и по производительности, о текущем состоянии оборудования. И эти показатели, они как бы в отдельных дэшбордах выстроены. И каждый руководитель может на своем гаджете, мобильном устройстве, на ноутбуке, хоть даже находясь на межвахтовом отдыхе, и видеть, смотреть, что происходит на текущий момент на производстве. Я знаю, что команда IntelliSense прилагает все усилия для того, чтобы улучшать свой продукт, для того, чтобы добавлять в него элементы, которые сделают сотрудничество с Алтын-Алмазом еще более продуктивным. И я надеюсь, что со стороны Алтын-Алмаза это был тоже полезный опыт, потому что для IntelliSense это был, правда, уникальный и полезный опыт. И мы благодарны за то, что вы предоставили свои производственные площадки для этого. Насколько интересен был опыт внедрения искусственного интеллекта для Алтын-Алмаза, если можно несколько слов? Мне кажется, что это на постсоветском уровне ноу-хау в целом, если говорить о
пилотным нашей реализации, да. Искусственный интеллект, горно-обогатительный сектор неохотно идет. В основном финансовый сектор, финтех. Собственно, компания «Алтын Алмаз», наша компания была первыми пионерами, так сказать, по реализации таких инициатив. Безусловно, это был очень хороший опыт, где мы поняли, что это за продукт, как его использовать, как с ним работать и как его внедрять. Тут есть определенные особенности и нюансы. Что ж, благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, Дарын, и желаю лично вам успехов и вашей компании дальнейшего процветания. Ну и надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Вам спасибо большое, Татьяна, за приглашение. Взаимно. Благодарю. Очень приятно.